Вы прямо сейчас совершаете одну из этих ошибок. Возможно, даже несколько. Вы делаете их утром, вечером, на работе, дома, в телефоне, в еде, в общении, и даже не подозреваете, что каждая из них ворует у вас здоровье, силы, деньги и время. И самое странное, вы уверены, что делаете все правильно. Потому что так делают все, и так нас учили. Сегодня вы поймете, что половину своих привычек вы выполняли на автопилоте и платили за это каждый день, не замечая. Пристегнитесь, сейчас вы узнаете 33 вещи, которые вы делаете неправильно всю свою жизнь. Большинство людей уверены, что их ежедневные привычки логичные, полезные и нормальные. Но правда в том, что многие из них появились случайно, из рекламы, из советов родственников, из старых мифов и из чужих ошибок, которые просто повторяют из поколения в поколение. Мы чистим зубы неправильно, спим неправильно, работаем неправильно, едим неправильно, разговариваем неправильно, планируем неправильно и считаем, что это естественно, потому что никто никогда не объяснил, как правильно. В этом ролике я собрал 33 ежедневные ошибки, которые совершают практически все, даже самые умные, образованные, взрослые люди. Некоторые из них безобидные, некоторые уничтожают продуктивность, некоторые вредят здоровью, а некоторые вообще ломают жизнь, хотя вы даже не думали, что это проблема. Посмотрите этот ролик до конца и попробуйте честно посчитать, сколько пунктов узнаете у себя. Ответ может неприятно удивить. Первое. Выходишь из душа, сразу трёшься полотенцем. Это вредит коже. Ты выходишь из душа и автоматически хватаешь полотенце, чтобы вытереться насухо. Кажется привычной, правильной и логичной частью ритуала чистоты. Но твоя кожа в этот момент работает иначе. Она распарена, верхний слой максимально уязвим, поры открыты, и любое интенсивное трение убивает естественный защитный барьер. Что происходит на самом деле? Кожа теряет влагу в 2 раза быстрее, появляются микротрещины, усиливается сухость, раздражение и зуд. Кремы, которыми ты мажешься потом, работают хуже. Правильный вариант – промакивать кожу, а не тереть. Легкие прикосновения вместо агрессивной сушки. Но кто так делает? Почти никто. Второе. Моешь голову каждый день. Ты уверен, что так чище, красивее и нормально пахнет? Но как ни парадоксально, чем чаще ты моешь голову, тем быстрее она начинает жирнеть. Почему? Шампунь смывает естественный кожный жир. Кожа получает сигнал «опасность, пересушили». В ответ сальные железы начинают работать активнее. Возникает эффект «чем больше моешь, тем грязнее выглядит». В итоге ты попадаешь в замкнутый круг. Волосы с утра свежие, к вечеру тусклые, на следующий день уже не мытые. Это не твоя физиология. Это ошибка, которую совершают миллионы. Третье. Чистишь зубы сразу после еды. Кажется логичным. Поел, убрал остатки пищи, красота. Но после еды эмаль буквально размягчается кислотами, и зубная щетка в этот момент действует как наждачная бумага. Особенно опасно фрукты, кислоты, газировка, соки, йогурты. Ты не чистишь зубы, ты стачиваешь их поверхность. За годы это дает чувствительность, потемнение эмали и разрушение верхнего слоя. Правило: ждать минимум 20-30 минут. Но кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе об этом? Очень маловероятно. Четвертое. Пьешь воду большими глотками, когда хочешь пить. Ты чувствуешь жажду и сразу делаешь огромный жадный глоток, потом еще один, потом третий. Организм будто требует залить себя водой. Проблема в том, что тело так воду не усваивает. Большие резкие порции проходят желудок слишком быстро, почти не регулируют водно-солевой обмен, создают нагрузку на почки, вызывают вздутие и ощущение «вода стоит в животе». Удивительный парадокс. Медленные маленькие глотки утоляют жажду в 2 раза эффективнее. Ты все делал наоборот, просто потому что так привычнее. Пятое. Спишь на высокой подушке. Ты укладываешься вечером, приподнимаешь голову, тебе кажется так удобнее. Но высокая подушка – это ловушка. Она переносит нагрузку на шейные позвонки, сгибает позвоночник, ухудшает кровоток, и тело буквально всю ночь лежит в неправильном положении. Каждый день это ощущается так. Тяжелая голова по утрам. Чувство, что не выспался. Туман в мозгах. Боль в шее и плечах. Но большинство людей не связывают подушку с последствиями. Они просто покупают все выше и выше, думая, что так мягче. Шестое. Сидишь с ноги на ногу. Ты так делаешь автоматически. За столом, в кафе, перед ноутбуком, в автобусе. Это кажется просто удобной посадкой, но тело читает это как нарушение циркуляции. Последствия. Защемление нервов в тазовой области. Проблемы с венами, искривление таза, онемение ног, отеки.
Самая неприятная привычка закрепляется. Ты садишься ровно, но через 3 минуты снова перекрещиваешь ноги. Это неудобно, это мышечное привыкание, которое тело само поддерживает, хотя оно же от этого страдает. 7. Пьешь кофе, чтобы проснуться. Делаешь это в неправильное время. Кофеин работает не так, как все думают. Он не дает энергию, он лишь блокирует гормон сонливости аденозин. Но утром твой организм и так вырабатывает кортизол, естественный будильник, который поднимает уровень бодрости сам по себе. Если ты пьешь кофе сразу после пробуждения, ты просаживаешь действие собственного кортизола, повышаешь толерантность к кофеину, заставляешь себя пить все больше, получаешь сильные провалы энергии днем. Оптимальное время спустя 60-90 минут после пробуждения. Но никто так не делает, все хватают чашку еще до того, как открыли глаза. 8. Проверяешь телефон утром, пока не встал с кровати. Ты открываешь глаза, и первая мысль не о том, как ты спал, не о том, что сейчас утро, не о теле, а о телефоне. Лента, уведомления, почта, сообщения. Мозг в панике пытается обработать десятки сигналов еще до того, как ты встал. Что происходит на самом деле? Мозг получает мощный дофаминовый удар. Уровень стресса резко подскакивает. Режим фокус не включается, потому что ты с утра попал в режим реакция на внешние раздражители. Когнитивные функции проседают на 2-4 часа вперед. Ты проснулся, но уже устал. И все это из-за того, что твой день начался не с тебя, а с чужой информации. Открываешь 100 вкладок и держишь их неделями. Ты всегда уверен, что вернешься позже. Статья, видео, полезная мысль, рецепт, какой-то документ. И в итоге твой браузер превращается в кладбище вкладок, где половина материалов уже не нужна, а вторая вызывает чувство вины. Но для мозга это не просто мусор. Каждая вкладка – незавершенное действие. Незавершенные действия создают внутреннее напряжение. Мозг держит все эти задачи в фоне, даже если ты о них не думаешь. Это сжирает ресурсы внимания и вызывает чувство перегруженности. Ты закрыл ноутбук, но ощущение «я ничего не сделал» остается, потому что в голове открыты те же 100 вкладок. Надеешься на мотивацию, чтобы начать что-то делать. Ты ждешь вдохновения, прилива сил, нужного настроя, чтобы наконец-то начать. Но мотивация – это самый ненадежный и краткосрочный ресурс. Почему это ошибка? Мотивация приходит после действия, а не до него. Мозг выдает энергию только когда видит первый результат. Если ждать правильный момент, он никогда не наступит. Откладывание становится нормой. Ты не ленивый, ты просто ждешь несуществующего сигнала. А правильный механизм – действие, маленький успех, мотивация, продолжение. Делаешь многозадачность, думая, что это эффективно. Ты слушаешь подкаст, отвечаешь на сообщения, параллельно смотришь новости и еще что-то делаешь руками. Кажется, что так ты успеваешь больше, но мозг не умеет работать сразу в двух задачах. Он переключается между ними и каждый раз теряет фокус. Это приводит к падению эффективности до 40%, ошибкам, которые потом нужно исправлять, усталости, как будто ты сделал в 3 раза больше, неспособности глубоко погрузиться в одну задачу. Ты как будто делаешь много, но все поверхностно. И это ощущение «я занят» убивает настоящее качество работы. 12. Думаешь, что устал, но на самом деле просто обезвожен. Ты ощущаешь туман в голове, ватные мысли, падение концентрации и сразу думаешь «я устал, мне нужен отдых, я хочу кофе». Но в большинстве случаев это банальное обезвоживание. Даже легкий дефицит воды снижает когнитивные способности так, будто ты не спал ночь. Симптомы: рассеянность, невозможность держать мысль, раздражительность, ощущение «мозг тормозит». И самое интересное, достаточно пары маленьких глотков воды, чтобы через 5-10 минут мозг вернулся в нормальный режим. 13. Смотришь новости перед сном, думая, что держишь себя в курсе. Ты хочешь быть осведомленным, поэтому перед сном читаешь ленту, новости, соцсети. Кажется, что ты заполняешь время полезной информацией, но перед сном мозг включается в режим обработки эмоций. И что ты ему даешь? Тревогу, негатив, информационный шум, перегруз драмой и конфликтами. В результате уровень кортизола остается высоким, засыпание ухудшается, сон становится поверхностным, с утра ты чувствуешь себя разбитым, даже если проспал 8 часов. Новости перед сном – это как поесть перед тренировкой кирпичей. Кажется безобидно, но убивает всю эффективность восстановления. 14. Говоришь «да», когда хочешь сказать «нет». Каждый раз, когда ты соглашаешься на то, чего не хочешь, ты думаешь, что делаешь это ради мира, ради удобства, чтобы не обидеть. На самом деле ты предаешь свои границы, даешь людям ложные ожидания,
превращаешь себя в спасателя, накапливаешь раздражение, которое взорвется позже. Сказать «нет» — это не грубо. Грубо тащить на себе чужие задачи и тихо ненавидеть людей за то, что они наглые, хотя это ты сам оставил дверь открытой. 15. Извиняешься за то, что не сделал ничего плохого. Ты говоришь «извини», когда тебя случайно толкнули. Прости, когда кто-то опоздал на встречу. Извините, когда ты просто хочешь пройти. Это невежливость. Это глубоко укоренившаяся привычка ставить себя ниже остальных. Такая модель поведения приводит к тому, что люди начинают воспринимать тебя как человека без позиции. Твои слова звучат слабее. Ты сам перестаешь чувствовать право на собственные эмоции. Ты подстраиваешься под всех, даже когда не надо. Если ты извиняешься за то, что существуешь, попробуй сказать одно простое слово – «спасибо». Например, не «извини, что задержался», а «спасибо за ожидание». 16. Используешь слово «но» после комплимента. Ты отлично выступил, но… Красивое платье, но… Хорошо сделал, но… Слово «но» обнуляет все, что было сказано до него. Человек слышит только то, что после. Почему это ошибка? Ты создаешь критическую связку. Ты рушишь доверие. Другая сторона воспринимает тебя как человека, который неискренне хвалит, чтобы мягко врезать критику. Мозг собеседника автоматически уходит в защиту. Правильная формула – комплимент, пауза и только потом пожелание, если оно уместно. 17. Говоришь «ты меня слышишь» вместо «скажи, что понял». Когда ты произносишь «ты меня слышишь», тон автоматически звучит как «ты тупой, почему не реагируешь?». Человек не чувствует себя услышанным, он чувствует себя атакованным. Почему это токсично в общении? Создает напряжение, вызывает агрессию в ответ, переводит разговор в режим конфликта. Делает тебя тем, кто давит, а не тем, кто объясняет. Гораздо спокойнее и эффективнее сказать «скажи, как ты понял то, что я сказал?». Это включает диалог, а не драку. 18. Держишь токсичные отношения из жалости. Ты знаешь, что человеку рядом с тобой плохо. Ты видишь его разрушительные привычки, вечные проблемы, хаос, неуважение, эмоциональные качели. Ты чувствуешь, что ты единственная опора. И ты остаешься не потому, что хочешь, а потому что «а вдруг ему станет хуже? А вдруг он без меня пропадет?» Но вот что происходит. Ты ставишь чужие потребности выше своих. Ты становишься для человека костылем, а не партнером. Ты позволяешь ему не расти, не меняться, не брать ответственность. Ты тратишь собственную энергию, здоровье и время на человека, который не делает взаимных шагов. Сочувствие – это хорошо. Самопожертвование – это медленное разрушение собственной жизни. И если отношения держатся на жалости, а не на взаимности, это не доброта, это страх. 19. Откладываешь важное на завтра, потому что мелкие дела проще. Ты начинаешь день с легких задач. Помыть кружку, ответить на пару сообщений, открыть почту, сделать видимость бурной деятельности. Кажется, что ты продуктивен, но это иллюзия. Главная задача дня остается в тени, как огромный слон, спрятанный за бумажным стаканчиком. Ты ее откладываешь, потому что она страшная, непонятная, требует усилия и концентрации. Но каждый раз, когда ты ее не делаешь, мозг привыкает. Сложное можно не трогать, можно имитировать работу. И так незаметно формируется самая разрушительная привычка – избегание. 20. Платишь за подписки, которые не используешь. Стриминг, музыка, тренировки, облако, приложения. Ты думаешь, да там копейки, пусть будет. Но копейки превращаются в сотни и тысячи рублей, которые утекали месяцами просто потому, что ты забыл отменить. Эта ошибка не про деньги. Она про отсутствие финансового контроля и отсутствие внимания к собственным ресурсам. Когда ты не знаешь, куда уходит мелочь, ты не контролируешь и крупные траты. Подписки – это новый налог на забывчивость, и многие платят его годами. 21. Покупаешь дешевое и переплачиваешь дважды. Ты выбираешь самый дешевый инструмент, самую дешевую обувь, самый дешевый гаджет, потому что экономия. На деле ты покупаешь хлам, который ломается через неделю, а потом снова тратишь деньги уже на нормальную вещь. Самое страшное, мозг начинает привыкать к низкому качеству, к идее, что и так нормально, что можно терпеть неудобства и грязь, лишь бы не вкладываться. Это ошибка, которая обесценивает не только твои деньги, она обесценивает твою жизнь. Хочешь все сделать идеально и в итоге не делаешь. Ты не начинаешь проект, пока не будет правильной настройки рабочего стола, правильного плана, правильного вдохновения. Ты не пишешь текст, пока не куплен идеальный ноут.
Не запускаешь идею, пока все не вылизано до стерильного блеска. Но идеально – это ловушка, это маска страха. Страх ошибиться, страх выглядеть глупо, страх сделать хуже, чем в твоей фантазии. Перфекционизм убивает больше проектов, чем лень, потому что он запрещает начать. Работаешь без пауз дольше 2 часов. Ты думаешь, что если будешь сидеть, не поднимая головы, то сделаешь больше. Но мозг после 90 минут работы начинает деградировать. Падает концентрация, падает качество, падает скорость, растут ошибки. Работа без перерывов – это как пытаться ехать с пустым баком. Внешне машина движется, но внутри детали пережигаются. Правильная структура – спринты. Работа, короткая пауза, работа. Это не слабость, это биология. Сначала тратишь, потом считаешь, а надо наоборот. Ты идешь в магазин просто купить хлеб. Приходишь с пакетом на 3000. Ты получаешь зарплату, а уже через неделю куда-то все исчезло. Ты покупаешь эмоцию, а потом пытаешься подсчитать цифры. Но финансовая грамотность устроена наоборот. Сначала анализ, потом действие. Сначала понять, что тебе действительно нужно. Сначала поставить лимиты. Сначала план. Любой бюджет, в котором траты идут раньше мыслей, превращается в дыру. И чем дольше ты так живешь, тем глубже эта дыра. Моешь мясо перед готовкой. Ты ставишь кусок мяса под струю воды, думая: смою лишнее, сделаю чище. На деле вода разлетает микробы по всей кухне. На раковину, доску, столешницу, губки и руки. Термическая обработка убивает все, а вот вода, наоборот, разносит. Эта привычка пришла к нам от бабушек, когда санитария была другой. Сегодня она вредна, опасна и абсолютно бессмысленна. Разогреваешь еду в пластике. Ты ставишь контейнер прямо в микроволновку, потому что так удобнее. Но пластик при нагреве выделяет химические соединения, которые переходят в пищу. И чем контейнер старее, поцарапаннее и дешевле, тем хуже. Каждый такой разогрев – маленький химический коктейль, незаметный, без вкуса и запаха, но накопительный. Лучше переложить еду на тарелку. Это занимает 8 секунд, но экономит здоровье. Думаешь, что сахар равно энергия. Ты устал, хапнул шоколадку, стало легче на 10 минут. Потом снова сонливость, потом снова слабость. Сахар не энергия, сахар – кредит. Ты берешь взаймы силы у своей же биологии, а потом отдаешь их с процентами. Усталость, раздражительность, туман в голове. Настоящая энергия – это сон, белки, жиры и сложные углеводы. А сахар – это просто быстрый взлом системы, за который ты платишь. Пьешь сок, как будто это здоровая альтернатива. Ты думаешь, сок – это же фрукты. Но в стакане сока столько же сахара, сколько в газировке, иногда больше. А клетчатки, которая должна замедлять усвоение сахара, в соке 0. Организм не видит в нем витамины, он видит глюкозу, которую нужно срочно переработать. И скачки сахара ничем не отличаются от скачков после Кока-Колы. Если хочешь фрукты, съешь фрукты. Сок – это просто сладкая вода с маркетингом. Хранишь хлеб в холодильнике, он черствеет быстрее. Ты думаешь, что холод продлит свежесть. Но в случае хлеба все наоборот. Крахмалы при низкой температуре меняют структуру, и хлеб становится твердым, сухим и невкусным в 2 раза быстрее. Холод – ускоритель черствения, не тормоз. Хлеб лучше хранить в шкафу, полотенце, хлебнице или просто в пакете при комнатной температуре. А если хочешь сохранить дольше, замораживай, а не охлаждай. Выбрасываешь вещи, которые можно починить за 3 минуты. Ты замечаешь сорванную пуговицу, порвавшийся шнурок, скол на чашке или расшатанный винтик. И первая мысль – ну все, это мусор. Но чаще всего такие вещи чинятся быстрее, чем ты успеваешь решить, какой новый товар заказать. 3 минуты, отвертка, иголка, и предмет живет еще год. Но мозг выбирает не починку, а облегчение – избавиться от проблемы, а не решить ее. Так образуется тихий бытовой хаос и полный шкаф почти новых вещей, которые умерли от лени, а не от поломки. Используешь громкую будильниковую мелодию, вызывает стресс. Ты думаешь, что нужен ужасный звук, который точно разбудит, но вместо пробуждения ты получаешь мгновенный выброс кортизола. День начинается с паники, а не с бодрости. Особенно плохо, если будильник резкий, электронный, крикливый. Тело запоминает этот звук как опасность, и каждое утро у тебя маленький стресс-инфаркт. Мягкая, но уверенная мелодия разбудит лучше. Просыпаться от тревоги значит просыпаться уже уставшим. Ставишь задачи без конкретного времени и не выполняешь. Ты пишешь в списке помыть машину, позвонить маме, начать проект, разобрать шкаф. И ничего из этого не происходит. Потому что мозг не понимает, когда именно это нужно сделать. Задача без времени не задача, это просто добрые намерения.
Но стоит добавить конкретный слот, хоть 15 минут, и выполнение резко возрастает, потому что у мозга появляется триггер «вот сейчас». Без привязки ко времени список дел превращается в кладбище несбывшихся пунктов. Веришь, что позже точно будет проще, хотя никогда не бывает. Ты откладываешь звонок, письмо, разговор, задачу, встречу, уборку, в надежде, что потом станет легче. Но потом никогда не бывает легче. Потом ты просто устаешь, теряешь ресурс, и теперь делать это еще сложнее. Каждое позже – это маленький кредит у будущего себя, и платить все равно придется, только дороже. Начав сразу, ты тратил бы 5 минут, отложив, тратишь энергию, тревогу, чувство вины и час бесцельных прокручиваний ленты.